Вы можете занимать любое удобное положение, сидя. Сидя можно с прямой спиной. Можно, лечь в любой момент, если вдруг устаете сидеть. Главное, постарайтесь не уснуть, потому что единственная опасность в том, что вы ляжете во время медитации, что вы просто уснете. И мы делаем настройку на медитацию, просто проверяем нашу позицию. У нас плечи расслаблены, расслаблено лицо. Мы дышим ровно, спокойно и стараемся не управлять нашим дыханием. Дыхание естественное. Мы стараемся оставить все мысли за пределами этого места, все мысли, все, что происходит в нашей жизни. Мы чувствуем наше дыхание и стараемся ни о чем не думать. Просто наблюдаем каждый вдох и каждый выдох. Наша задача стараться ни о чем не думать посторонним. Может быть, непросто, но нам в помощь наше дыхание. Каждый раз, когда мы отвлекаемся на мысли, мы просто возвращаемся к дыханию. Просто ощущаем каждый вдох и каждый выдох. И в начале практики мы создаем позитивную мотивацию. Медитация помогает нам собрать поток нашего сознания внутри. Наше сознание становится более концентрированным. У нас меньше ненужных, отвлекающих мыслей. Мы просто погружаемся в состояние присутствия в настоящем моменте. Мы практикуем для того, чтобы понять причины наших страданий, найти источник нашего счастья, чтобы избавиться от наших страданий, устранить наши страдания. Чтобы стать счастливыми. И мы делаем это не только для себя, но и для других. Потому что если мы находимся в сильном состоянии сознания, мы можем поддерживать других. Мы меньше критикуем, осуждаем. И мы просто делаем мир вокруг себя счастливее. И люди в этом мире рядом с нами, в нашем поле, тоже становятся более счастливыми, спокойными, умиротворенными. И
для этого мы будем практиковать сегодняшнюю нашу практику. Вы можете проговорить про себя какую-то вашу личную причину, для чего вы практикуете медитацию, что бы вы хотели достичь или обрести. Кому бы вы хотели помочь? Мы направляем все наше внимание на дыхание. Осознаем каждый вдох и каждый выдох. И попробуем несколько минут просто понаблюдать за дыханием без мыслей. Еще раз проверяем себя. Если замечаем, что о чем-то начинаем задумываться, какие-то мысли приходят, мы не расстраиваемся, просто переключаем спокойно внимание обратно на дыхание. И тема сегодняшней нашей медитации – процесс умирания. Это классическая медитация по тибетской книге мертвых. Мы пройдем через все стадии процесса умирания. Так, как это описано в книге, так, как это описывают сами умирающие. И прямо сейчас представьте, Представьте то место, где вы хотели бы умереть, где вы хотели бы пройти через этот процесс. Подумайте о том, где бы вам было спокойно это сделать, комфортно. Представьте себя в этой комнате. И представьте, что вы понимаете, что вы, вероятно, скоро умрете. Может быть, какая-то болезнь,
просто есть стойкое ощущение этого. Осталось всего лишь несколько часов. Вы чувствуете слабость, вам хочется лечь в кровать, но тем не менее силы у вас еще есть, вы еще можете думать, сидеть, ходить даже. Подумайте о том, кому бы вы хотели позвонить. Может быть, кого-то позвать. Может быть, кому-то что-то сказать в вашей жизни. И вот вы слабеете, и вам хочется лечь в кровать. Подумайте о том, кто находится сейчас с вами в комнате, кого вы позвали, кто приехал. Вы прощаетесь со всеми этими людьми. И сейчас вам нужно оставить одного человека, двух нельзя, только одного, который останется с вами весь этот процесс, будет рядом, будет помогать, поддерживать. И вот вы ложитесь в кровать, этот человек рядом, все остальные выходят из комнаты. Вы с ними простились. Вы ложитесь в кровать и понимаете, что начинается процесс умирания. Вы это понимаете, потому что вы много раз делали эту медитацию, и вы знаете, что последует за чем. Вы чувствуете себя готовыми, вы просто ложитесь, расслабляетесь. И первым из вашего тела растворяется элемент Земли. И физически это проявляется так, что ваше тело тяжелеет. Вы чувствуете тяжесть во всем теле. Вас как будто тянет вниз. И это настолько тяжело, что вы не можете даже пошевелить пальцем. Тяжело поднять руку. Вы просто чувствуете, как будто вас тянет к земле. И вы знаете, что это растворяется элемент земли из вашего тела. И вместе с этим
ваш слух становится хуже. Человек, который вас провожает, что-то вам говорит, но вы слышите это как будто вдалеке-отдалеке и даже не можете разобрать слов. Далее из тела растворяется элемент воды. Как будто кожа сохнет, и ваше тело само усыхает. Оно как будто становится тонким. Вместе с этим приходит чувство, что вам ужасно хочется пить. Вы просите человека, который рядом с вами, дать вам воды. И сколько бы вы ни пили воды, вы не можете ей напиться. Насыщение не приходит. Но вы не пугайтесь. Вы умеете расслабиться в этом моменте. Вы готовы, вы знаете, что это скоро закончится. Когда растворяется элемент воды, появляется перед вами мираж. Вы смотрите на стену перед вами и видите какой-то образ там. Может быть, ваше любимое место, какой-то любимый пляж. Или озеро в лесу, какое-то место вам знакомое. Вы видите это четко, как будто это прямо перед вами. Старайтесь ни о чем не думать, концентрироваться на этом образе и на этих ощущениях. Далее из тела растворяется элемент огня. Тело холодеет. Вам становится так холодно. И вы не можете согреться. И вас накрывают, ваш человек, который рядом с вами, накрывает вас пуховым одеялом и ставит в ноги горячий фен, горячий воздух, но вы не чувствуете тепла. Вам очень-очень холодно. Растворяется элемент огня, и вместе с этим вы видите, что всю комнату как будто затянуло туманом. Как туман или дым от огня, только без запаха. И когда растворяется элемент огня, в этом тумане появляются такие видения, как искры от костра, повсюду. Просто сконцентрируйтесь на этих ощущениях. Проверьте, что вы чувствуете в этот момент. Постарайтесь расслабиться, не бояться, принять и спокойно двигаться дальше. Это пройдет скоро.
Следующим элементом растворяется воздух. И ваши выдохи становятся длиннее и сильнее, чем ваши вдохи. Вдохи становятся короче и короче, выдохи сильнее и длиннее. И вместе с этим у вас как бы теряется память, то есть сознание уже начинает отключаться. Вы видите человека, который вас провожает, но не можете вспомнить, кто это, не можете вспомнить, как его зовут, где вы встречались. Это растворяется элемент воздуха из вашего тела. Постарайтесь расслабиться в этом процессе. Ничего не бойтесь. После этого вы делаете последний выдох, и вдоха за ним уже не следует. Все энергии из вашего тела начинают стягиваться и собираться в районе солнечного сплетения, готовясь к выходу. Вы погружаетесь в темноту. Последним элементом растворяется элемент эфира. В темноте появляется, как будто вдалеке огонек, как пламя мерцающей свечи. Попробуйте сконцентрироваться на этом огоньке. Он приближается к вам, становится больше и больше. И в какой-то момент вы погружаетесь в белый цвет. Этот момент, если вы достаточно медитируете, вы умеете удерживать состояние без мыслей, умеете удерживать концентрацию на каком-то объекте, не отвлекаясь, то вы можете погрузиться в этот белый цвет. И если вы задержитесь в нем достаточно долго, то вы выйдете из круга страданий, выйдете в абсолютное просветление. Для нетренированного ума это видение появляется как вспышка от фотоаппарата. Некоторые даже ее не замечают или замечают, что что-то промелькнуло. Но мы сейчас находимся в приоритетном положении, и мы можем погрузиться в белый цвет и попробовать задержаться в нем как можно более долго, как можно дольше.
После этого белый цвет сменяется красным. И снова вы погружаетесь в темноту. И дальше этого момента мы в нашей медитации не идем. Это то, куда нам разрешено доходить. Мы просто плавно возвращаемся в наше тело. Понимаем, что это была просто медитация. Понимаем, что у нас в запасе есть еще некоторое время до того, как это действительно с нами произойдет. Ощущаем наше дыхание. Ощущаем пальцы рук, пальцы ног. Можно чуть-чуть слегка пошевелить пальцами рук или пальцами ног. Чувствуем ощущения в теле. Чувствуем себя живыми. Стараемся ни о чем не думать. Просто ощущайте жизнь такой, какая она есть в вашем теле. В самом естественном, чистом ее проявлении. Давайте посвятим заслуги сегодняшней практике тому, чтобы, сколько бы нам ни было еще отведено, мы проживем эту жизнь осознанно. Постараемся ценить каждый момент, каждое наше дыхание. Понять источники наших страданий, избавиться от всех наших страданий, достигнуть состояния истинной гармонии, истинного счастья настолько, насколько это возможно. Еще раз направляем внимание на дыхание, осознаем каждый вдох и каждый выдох. И потихонечку мы будем завершать нашу практику. Когда чувствуете себя готовыми, можно открыть глаза. То есть бывают черные аккорды и светлые аккорды. Здесь у нас хорошие аккорды, мы хорошо знаем наши друзья. Вот, все нормально, они с утра уже бухие, вот, но очень просветленные, очень просветленные. На самом деле, то есть они всех принимают, все принимают, у них нет проблем никаких. Я подготовилась. Да.
Вот, то есть на этой стороне, значит, такое у нас, ну, просветление, оно, можно сказать, любыми путями, и все вот принимают. Если на той стороне реки там такие вайшнавы, они, знаете, все по сутре, то есть у них все правила, там это нельзя, там выглядите вы не так, делаете не то, разговариваете не так, надо вот все по правилам и по предписаниям делать. То вот на этой стороне реки Акхоры, они, как я сказала, уже с утра бухие немножко, веселые, к ним приходишь, можно сидеть там с ними, они вообще тебе слова не скажут, и всех принимают, и очень, ну, на таком позитиве находятся постоянно, никого не осуждают, ко всему относятся спокойно, и, ну, большая такая разница, такой контраст получается. Но они здесь не одни. Вот там вот мы слышим колокола, это надхи уже начинают свою службу. Йоги надхи — это очень сильные практики, у них аскетические практики очень сильные, там затворники в том числе сидят в их традициях. И, ну и здесь также маленькие всякие, то есть здесь люди, здесь можно приехать тут и пожить просто. Ну, конечно, в условиях так себе, вот, но просто познакомиться со всеми местными жителями, со всеми персонажами, совершенно удивительные персонажи. Ночью происходят просто разные всякие практики, звуки и так далее. Ну, то есть такой экспириенс, конечно, в одиночку это лучше не делать женщинам, но если вдвоем, то нормально. Come on.